Пытка номер 3 или 4. Давайте побыстрее начнем. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить об очень важной для меня теме. Как вы поняли из названия, это кризис 25 лет или кризис четверти жизни, с которым сталкиваются люди моего возраста. И, в принципе, люди от 20 до приблизительно 30 лет. Впервые это понятие появилось в начале 2000-х, когда девушка по имени Александра Робинс написала о ней книгу вместе со своей подругой Эбби. В этой книге она описала истории людей, которые проходят через этот кризис, и ее главной целью было показать, что они не одиноки, что это распространенная проблема, и она решаема. Как говорится, в начале нужно проблему обозначить, чтобы ее решить, и это была ее цель. То же самое я хочу сделать сейчас. Что же испытывают люди, находясь в кризисе четверти жизни? Если ты чувствуешь себя потерянным, неуверенным в себе, ты не чувствуешь, что ты понимаешь, что ты хочешь, если у тебя были определенные ожидания о том, какова будет твоя жизнь после 25, и они не оправдываются, если ты не уверен, какую карьеру ты хочешь, если у тебя есть страхи, ты боишься неудач, ты боишься принимать неправильные решения, и это все вызывает у тебя определенный стресс, то, скорее всего, это кризис 25. Я изначально познакомилась с этим термином, когда я изучала английский, и была целая статья на английском языке в моем учебнике. Мне тогда было лет 17. Я подумала, непонятная какая-то фигня, окей. И here we go. Мне 23, и я испытываю это уже где-то около года. Обычно этот кризис начинается, когда ты заканчиваешь университет, будь то бакалавр или магистратуру, потому что ты резко входишь во взрослую жизнь, где у тебя больше нет менторов, нет учителей, нет каких-то рамок. Ты можешь начать делать одну работу, другую работу. И это все тебя просто пугает, выбивает из колеи. Также ты начинаешь, скорее всего, работать с 9 до 6. Это совершенно новый для тебя формат, и ты начинаешь думать, возможно, это не мое. Мне очень понравилась фраза из одной книги, которую я прочитала. Да, это было как раз-таки из книги Александры Робинс, и она говорила что-то вроде: вот ты смотришь на всю эту взрослую жизнь и думаешь, и это что, все? Ты всю жизнь, всю свою подростковую жизнь думаешь, я стану взрослым, моя жизнь будет прекрасна, а потом ты вырастаешь, и все, что есть в твоей жизни, это ты проснулся, пошел на работу, вернулся с работы, поел, лег спать. Раньше все говорили о кризисе средних лет. И всем это знакомо, это такая популярная тема. А кризис четверти жизни — это скорее такая приблуда миллениалов. Так как раз-таки миллениалы вот сейчас переживают период от 20 до 30, подрастают новые поколения. И мир изменился за последние годы. Мир очень быстро развивается, ты быстро получаешь фидбэк, ты быстро получаешь какую-то отдачу из-за социальных сетей, например, из-за всех технологий. Плюс социальные сети также создают вот эту вот картинку той жизни, которую ты бы мог иметь. И ты видишь, как много перед тобой возможностей, как много всего, и не знаешь, за что взяться. Ты можешь быть буквально всем, и это тебя просто стрессует. Так как это достаточно новый феномен, о нем не говорят, и поэтому люди моего возраста думают, что проблема в них, с ними что-то не так, они не понимают, откуда идут эти мысли, эти чувства, почему ты настолько потерян. Кажется, что все просто поняли, что делать со своей жизнью, и начали это делать. Одна из прикольных цитат, по-моему, из статьи, которую я читала, что это вроде: все считают, что в один день ты магическим образом поймешь, как жить эту жизнь, но этого никогда не произойдет. И мне кажется, это важно понимать. Мы все живем с ощущением, что вот когда я стану взрослым, и для всех это разная цифра, то я пойму, как жить эту жизнь.
как быть дисциплинированным, как выбирать свою карьеру, как решать свои бытовые проблемы, документы, финансы, все что угодно. Но ты продолжаешь быть в этой жизни, продолжаешь ее жить, и ты пока с этим не сталкиваешься, ничего не понимаешь. Мне очень понравилась также идея, как описать это состояние. Это как будто твоя жизнь на паузе. Как будто ты все время ждешь, что вот-вот-вот станет лучше, но лучше не становится. И что бы ты ни делал, оно не делает тебя счастливым. Потому что, скорее всего, ты настолько не понимаешь, что же сделает тебя счастливым, что ничего тебя и не делает. Я прежде всего снимаю это видео, чтобы показать, что вы не одни. Что если на данный момент вы чувствуете себя потерянными, то не вы одни так себя чувствуете. Будь то после бакалавриата, после магистратуры, после вашей первой работы, или же если у вас нет образования вообще, если вы попробовали множество работ и все еще не знаете, что вы хотите, скорее всего, вы можете испытывать подобные чувства. На самом деле, иногда для решения проблемы достаточно просто узнать, что она не уникальна. Плюс один из способов решения проблемы – это вначале обозначить эмоцию, назвать ее и потом с ней что-то сделать. Потому что часто мы испытываем бурю разных странных эмоций и не можем дать им имя. Я сейчас расскажу вам свою историю вкратце, чтобы вы понимали, что я не просто вам рассказываю пересказ всех статей, что я прочитала. Я закончила университет в прошлом, или уже в позапрошлом году. И буквально через полгода я начала работать full-time, на полную ставку. До этого я работала по часам, у меня было лето, каникулы, я привыкла, что жизнь подвластна мне, я вижу друзей. И тут я начинаю работать с 9 до 6, плюс я обычно была в офисе одна. У нас был крошечный офис, просто 2 метра на 2. И я постоянно там была одна. И когда я на все посмотрела, подумала, и вот ради всего этого ты учишься, ради того, чтобы сидеть на работе, которая оплачивается не так, чтобы обеспечить все твои желания. И мне стало резко плохо, мне стало казаться, что мне делать? Я не могла бросить эту работу, так как я живу на визе, которая зависит от этой работы. И я не видела из этого выхода вообще. Я сидела просто в ожидании, когда же я могу поменять работу, а может поменять, а может не поменять. И мне казалось, что просто в моей жизни нет смысла. Мне периодически до сих пор так кажется, мне периодически кажется, что у меня нет достаточно навыков, достаточно знаний, достаточно опыта, чтобы жить эту жизнь так, как я хочу. Мне все время кажется, что я избалованный ребенок, что моих финансовых потребностей слишком много, ничто не может их удовлетворить. И из-за этого я постоянно стрессую. И когда я стала понимать, что, наверное, я не хочу заниматься дизайном, мне стало совсем страшно. Я думаю, я выбрала специальность и теперь не хочу ей заниматься. Класс. На данный момент мне намного лучше. Я начала YouTube, и, если честно, меня это сильно взбодрило. Мне лучше. Мне кажется, я примерно понимаю, как пройти через этот период. Но, зная себя, это сейчас мне кажется, а потом я снова пойду вниз, и мне снова будет грустно, мне будет тяжело. Поэтому давайте искать способы бороться с этим вместе. На данный момент я читаю пару книг, пару статей. Я все, что прочитала касательно этой темы, оставлю внизу. Целью этого видео было показать, что такие люди есть, поэтому я также оставлю ссылку на прекрасный телеграм-канал. Он называется «Кризис 25», где люди сидят и просто рассказывают: «Черт, я делаю вот это, и чувствую себя отвратительно». По-моему, прекрасно. Ты читаешь, и ты думаешь, я чувствую себя так же, я понимаю тебя, про. На следующей неделе я сделаю какой-то итог того, как решить эти проблемы, какие вопросы себе задать,
что с этим делать. Я не знаю, поможет ли это вам, но в одной статье написано, что способ решить проблему — это validate, check and solve. Сейчас мы делаем validate. Мы называем, что проблема есть, мы ее облекаем в слова и понимаем, что это такое. На следующей неделе я хочу предложить вам то, как ее решить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм и давайте ждать следующей недели, чтобы выйти из этого непонятного, сумбурного состояния. Спасибо всем за то, что вы посмотрели это видео, остались так долго до конца. И увидимся на следующей неделе. Пока!